Привет, физкультурники! Ну что, мы продолжаем серию видео про функциональные тренировки. И сегодня у нас на очереди, даже не на очереди, а сегодня мы продолжаем с вами изучать наш кор. И сегодня мы изучим с вами еще два дополнительных упражнения, которые мы используем в кроссфите. И не только, и вы тоже можете их, естественно, друзья, использовать. Итак, друзья, кто не в курсе, я Гоша, тренер, сам занимаюсь кроссфитом, тяжелой атлетикой, все, что с этим связано. Так что обязательно, друзья, если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь. Вам не сложно, мне приятно. А YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Ну что, друзья, значит, первое упражнение, которое мы сегодня рассмотрим, называется такап. Окей, выполняется оно очень просто, несложно. Мы должны лечь, окей, руки вытягиваем, ноги вытягиваем. И, извиняюсь, микрофон мешает, зараза. И все, что мы должны сделать, это, подняв наше тело и согнув ноги, привести колени к груди. Окей. Вот таким образом выполняется это упражнение, друзья. То есть, друзья, как вы понимаете, оно не очень сложное, но очень эффективное при этом, хорошо прорабатывает наш пресс, наш кор. И кроме того, является упражнением, подводящим к V-up. V-up – это упражнение чуть-чуть более сложное, в том плане, что там мы поднимаем и руки, и ноги полностью ровными. Выполняется следующим образом. То есть мы то же самое легли, и мы должны поднять, привести. Вот таким образом. Поднимаем руки и ноги как можно прямой, прямо вверх. Как вы видите, у меня вес получается не очень хорошо, у меня колени чуть согнуты. В общем-то, те, у кого очень хорошая растяжка, могут поднимать ноги прямо совсем ровно. Вот. То есть вот второе упражнение, оно вес. То есть такапс это для тех, кто более слабый, могут использовать люди, скажем, у которых растяжка чуть больше хромает, им чуть сложнее держать ноги выпрямленными, можно делать его как подводящий, тренироваться с ним. Когда уже более-менее прокачивается пресс, он более сильный, даже если растяжка чуть хромает, ноги можно чуть-чуть подвыровнять и работать уже в V-ups. Чем еще эти два упражнения, друзья, хороши? Я их еще использую как упражнения и подводящие, и заменяющие упражнения toes to bar. Мы с вами проходили это в прошлых видео. Кто не видел, обязательно посмотрите, друзья. Вот, то есть, в общем-то, V-ups это тоже движение, как и toes to bar. Только когда мы делаем toes to bar, мы делаем в висе на перекладине, и там мы поднимаем ноги. V-ups мы делаем лежа на полу. Окей, но люди, которым тяжело поднимать ноги на перекладине на toes to bar, и тяжело поднимать также просто колени в висе на баре, то есть может быть им просто тяжело висеть. Даже не обязательно, что слабый пресс или что-то такое, да? Просто людям тяжело висеть и держать свой вес на перекладе. То есть им даже будет тяжело просто колени поднимать. Я уже не говорю про полное поднятие ног. Вот. То таким людям я даю как замену вот эти два упражнения. То есть либо такапс, либо V-ups. Окей? В зависимости от того, что они могут делать. Как я сказал, V-ups немножко чуть-чуть сложнее. Вот, это первых два упражнения, которые я хотел сегодня разобрать. Следующее упражнение, которое мы сегодня будем разбирать, это разные виды L-sit. Погнали. Итак, друзья, начнем с того, что L-sit достаточно сложное упражнение, гимнастическое, и к нему надо подходить достаточно серьезно, особенно те, кто действительно в гимнастических упражнениях достаточно сложные. Итак, с чего бы я начал? Я бы, наверное, во-первых, просто укрепил бы пресс. Во-вторых, я бы начал, конечно, вначале делать, наверное, все-таки такие упражнения, как просто поднятие ног, сидя на полу. То есть человек просто садится, упирается руками ровно в пол, корпус держит чуть вперед, то есть не вываливаться назад, а держать корпус вперед. Окей, вытягиваем носочки, уперлись руками и поднимать и пытаться удерживать хотя бы по одной ноге. Когда человек видит, что он более-менее нормально, легко может это сделать, можно начинать уже это делать, поднимая две ноги и удерживая их в воздухе. Окей? Следующий вариант может быть такой, что вы просто сидя на полу, либо берете две гантели и на гантелях поднимаетесь, либо вот можно также их делать это и на вот этих параллелях, у кого есть. Причем чем ниже, естественно, тем сложнее. То есть мы приподнялись на параллелях, тоже откинулись вперед и поднимаем и удерживаем по одной ноге.
Каждый раз можно увеличивать и удерживать все больше и больше. Окей, таким образом мы научимся работать и укрепим те мышцы именно в квадрицепсах, которые нужны, которые у нас в тазу есть мышцы. Окей, плюс наш пресс укрепится, и после этого только мы сможем уже более-менее нормально переходить к работе именно самого L-сита. Теперь, L-сит есть несколько вариантов. Самый сложный, самый первый вариант, который нужен нам, и мы не будем рассматривать там такие еще кучу гимнастических продолжений, да, это то, что просто сидя на полу, нам нужно взять, упереться руками в пол, да, и поднять ноги и удержать их. Это самый сложный. Но тут даже мне немного тяжело, потому что у меня руки коротковаты, но вы должны понять, что в этом упражнении самая сложная проблема – это вот длина рук, самая большая проблема. То есть есть ребята, которые достаточно сильные, могут удержать, но у них руки короткие, они не в состоянии поднять, выпрямив руки, поднять задницу от пола. Такие у них руки. Поэтому они всегда делают на возвышенности. Но это, я забежал чуть вперед, это самый последний уже сложный вариант. С чего бы я начал? То есть после того, что мы вот уже поподнимали ноги по одной, по две, поудерживали, мы чувствуем, что мы там достаточно не просто легко, но нам уже дается это более-менее легко. Да, кстати, еще можно делать такие упражнения, как, знаете, вот вы поставили, можно даже не просто поднимать ноги, да, а поставить, тут, скажем, дамб, или через него вот так вот переводить по одной ноге, по две ноги. То есть это тоже вот такие вот хорошие упражнения подводящие. Просто чтобы во всех этих упражнениях мы поработали, мы укрепились чуть-чуть, мышцам уже легче, они уже не болят после каждого поднятия. Можем перейти к следующим вариантам. Первый вариант, самый простой, это на перекладине. Поехали. Итак, друзья, что я имею в виду, когда я говорю про перекладину? Я имею в виду, что мы можем повиснуть на перекладине и поднимать ноги. То есть первый вариант, это мы просто повисли на перекладине, да, подняли согнутые ноги и удерживаем здесь уголок согнутыми ногами, коленями вернее, и пытаемся удержать. Окей, это у нас будет первый вариант. Второй вариант, это когда мы уже пытаемся поднимать именно ровные ноги. То есть то же самое, повисли, закрепились, подняли, подержали сколько можем, скажем, опустили, отдохнули сколько надо, опять подняли, подержали сколько можем. И вот таким образом мы поднимаем постепенно, полегоньку уголок. После того, что мы уже на перекладине можем поднимать ноги, можем даже не просто их поднимать в уголок, а можем даже уже поднять их до верха, сделать такой медленный тоуст-ту-бар, что называется стрик тоуст-ту-бар, да, поднимать медленно до верха. А даже если до верха пока не можете, но вы можете уже поднять ноги на 90 градусов и удержать их хотя бы там, скажем, секунд 30-40, это уже хороший знак, достаточно укрепились, достаточно хорошо. Все крепкое, мышцы достаточно крепкие, чтобы держать 30 секунд, 40 секунд, это уже хорошо. Можно после этого перейти уже, начинать работу обратно на пол. Поехали обратно на пол. Итак, друзья, что же мы будем делать обратно на полу? На полу мы будем делать следующую вещь. Первое упражнение называется L-sit Knee Extension. На самом деле я первый раз увидел разницу совсем недавно между упражнением L-sit и L-sit Knee Extension. Оказывается, L-sit Knee Extension это когда вы делаете на параллелях. То есть у кого нету вот таких вот параллелей, друзья, могут, как я сказал, взять два дамбеля, брать желательно большие, которые чуть повыше и находятся над землей, рукоятка, чтобы быть чуть повыше с тазом над землей. Окей, то есть L-sit Extension это то, что мы Knee Extension мы встали, поднялись, окей, плечи впереди таза, подняли ноги, постарались выпрямиться и сидим здесь, пытаемся удерживать. Окей? Здесь, кстати, здесь еще как опцию для начала, прежде чем выпрямлять ноги, можно также вот сесть, если это достаточно высокий, у вас есть вот такие рукоятки, да, параллели, а не какие-то гантели маленькие. То есть вы можете даже пытаться вначале поднимать только колени, если там более-менее можно даже по одной ноге делать, и в конце уже переходить и делать на две ноги. Давно, кстати, не делал, руки не держат чуть-чуть. Вот, то есть это вот такая вот первая опция, которой мы начинаем отрабатывать L-sit. Называется, как я сказал, L-sit Knee Extension. Окей, это первое. Второе. После того, что мы, конечно, уже укрепились, мы поработали в этом упражнении, мы уже достаточно неплохо можем держать на этих параллелях. Кстати, как опция еще может быть, это то, что вы можете... Итак, друзья, еще одна такая вещь, которую вы можете тренировать, это вы можете их тренировать на кольцах. Кроме того, кстати, кроме колец, вы еще также можете, на кольцах это уже чуть более сложно, потому что кольца шатаются. Тут еще кроме самого пресса у вас будет, естественно, отрабатываться удержание
на руках, и плечи, и руки. То есть удержаться на кольцах, это, конечно, сложнее уже чуть получается. Но, в общем-то, это тоже как упражнение, отработку L-sit может быть очень хорошо. Кроме этого, вы можете использовать, например, для начала вы можете использовать не только параллели на полу, а также можете использовать брусья. То есть обычные брусья, на них можно начать тоже тренироваться, так же, как и, скажем, вместо перекладины, если у вас нет перекладины из брусьев, вы можете их тоже использовать. То есть вначале согнутой ногой, потом прямой, можете также там работать. Это уже так, чуть более продвинутый вариант, потому что все-таки это нестабильно, и тут очень хорошо еще стабилизаторы работают плеча, рук, вообще обалденно. То есть то же самое, в общем-то, поднялись, выпрямили, попробовали поднять, удерживаем и сидим, пытаемся удержать. Да? То есть это вам как бонус. Вы можете также еще, те, кто хорошо продвигаются, попробовать делать на кольцах. Вот такое вот видео, друзья, получилось. Не очень длинное. И все, что связано с отработкой нашего кора, обязательно пробуйте, делайте, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может быть, что-то нужно будет уточнить. С удовольствием все объясню и помогу. А на этом, друзья, будем прощаться. Как всегда, лайк, подписка. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.